Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Артемий Троицкий, я веду цикл лекций, можно сказать, видеоэпопею под названием «Популярная советология». Мне только что сообщили внимательные зрители, что советского диктора знаменитого, который вел программу «Время», в том числе, звали не Владимир Кириллов, это я ошибся, звали его Игорь Кириллов. Тем не менее, на внешнее сходство мое с Игорем Кирилловым это никак не влияет. К сожалению, на мой голос тоже. У Кириллова голос, конечно, был гораздо привлекательнее. Итак, мы ознакомились с вами с философской основой советской идеологии, марксизмом, ленинизмом. Что это означало на практике в советской жизни? В первую очередь, естественно, экономика. Маркс, кстати говоря, учил, что базисом всего цивилизационного является именно экономика. Экономика – базис, а все остальное – политика, идеология, культура и так далее – это надстройка, называемая надстройка. Так учил диалектический материализм. Так вот, экономика в Советском Союзе была построена очень странным и до некоторой степени даже абсурдным образом. То есть вместо того, чтобы развивать предпринимательство, конкуренцию, устраивать так называемое рыночное отношение, экономика в СССР была плановой. То есть делали не то, что нужно людям, а то, что вот пришло в голову каким-то начальникам. Они это планировали, это и производилось, даже если никто этого не покупал. Ну, с какими-то бытовыми последствиями этой глупой политики мы познакомимся чуть позже, когда будем говорить о советском снабжении, о том, как люди в Советском Союзе, скажем, питались, что они покупали в магазинах и так далее. Вот сейчас только можно сказать, что существовало такое учреждение под названием Госплан, которое планировало все экономические, все производственные, да и сельскохозяйственные тоже аспекты советской жизни. Никаких материальных стимулов для того, чтобы люди как-то продуктивно и с хорошим чувством работали, в Советском Союзе не было. Людей предприимчивых, так их просто-напросто сажали за вот это самое частное предпринимательство. К частной собственности вообще никакого уважения не было. Ну, если не считать там, скажем, какие-то вещи, которые люди купили, типа квартиры или там бутылки молока. Не было ничего такого, что заставляло бы людей фантазировать, быть предприимчивыми. И поэтому люди работали вяло. Вяло, плохо. Ну, естественно, там внедрялись какие-то моральные стимулы, типа заслуженный артист, герой социалистического труда и так далее. Моральные стимулы действовали далеко не на всех. А все прочие работали по принципу «где бы не работать, лишь бы не работать». Я сам очень недолго работал в научно-исследовательском институте в городе Москва и, в общем-то, знаю, как это происходило. Люди занимались своими делами вместо того, чтобы вкалывать и видеть какую-то отдачу от своей работы. Это касалось и рабочих на производстве, и колхозников, да, в общем-то, и творческой интеллигенции во многом тоже, хотя у творческой интеллигенции, естественно, были некоторые иные стимулы, типа там самовыражения и так далее. Зарплаты в Советском Союзе были очень небольшие, отсюда еще одна популярнейшая пословица: «Мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что платят». И, в общем-то, это был в Советском Союзе универсальный закон. Помимо Советского Союза было еще некоторое количество так называемых братских социалистических
стран, в которых эти законы действовали. Действовали они там по принуждению, поскольку после Второй мировой войны эти страны попали под советскую, ну, естественно, это не называлось оккупация, но, скажем так, под советский патронаж. Возникли организации типа Варшавского договора и так далее, которые держали эти страны в узде. Ну, страны в основном Восточной Европы, немножко страны Южной Азии, а также одна страна даже в Латинской Америке, остров Свободы Куба. Все остальные страны, а их было подавляющее большинство, они были, в общем-то, ну, отчасти они были полем конкуренции между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, Варшавским договором и Организацией НАТО. Вот, это всякие страны, скажем, африканские, большинство латиноамериканских, азиатские и так далее. Там периодически шли войны, то во Вьетнаме, то в Корее, то в Анголе, то еще где-нибудь. Главные враги-то, конечно, были вот эти вот самые американцы и так далее. И с ними в Советском Союзе, который я знал, с ними шла так называемая холодная война. Поскольку, в общем-то, в экономическом отношении, конечно же, Штаты, да еще и вкупе со всякими западноевропейскими странами, Западной Германией, Англией, Францией и так далее, в общем, они были, конечно, посильнее, чем Советский Союз. Поэтому холодная война складывалась для СССР не самым удачным образом, но больше всего в СССР боялись, конечно же, горячей войны. Поэтому я бы сказал, что вторым по значимости политическим и идеологическим советским лозунгом, ну, первым, естественно, был «Наша цель – коммунизм», строительство коммунизма там и все такое прочее. Коммунизм, кстати говоря, собирались построить к 1980 году, то есть в 1961 году на 22-м съезде КПСС Хрущев объявил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И сказал, что это будет через 20 лет. Ну, потом тоже была шутка, что, значит, вместо коммунизма в 80-м году решили провести Олимпиаду. Ну, Олимпиада, кстати говоря, частично бойкотировалась, но тем не менее прошла. Но я хотел сказать о другом, а именно о том, что вторым по значимости лозунгом после «Наша цель – коммунизм» был лозунг «За мир». Советский Союз вел активную борьбу за мир. Разумеется, в этом было очень много лицемерия. Уж с одной стороны вели борьбу за мир, с другой стороны, скажем, совершали периодические интервенции во всякие сопредельные страны, Венгрия, Чехословакия, Афганистан, разумеется, и так далее. Тем не менее, вся риторика советская, вся советская пропаганда крутилась вокруг вот этой идеи, что есть всякие поджигатели войны, реваншисты, ну, имелось в виду, скажем, Западная Германия, а мы, значит, их сдерживаем и боремся за мир. И в принципе, в общем-то, звучало это все довольно мило, потому что на самом деле, конечно же, мир гораздо лучше, чем война. Наверное, третий главный лозунг советского времени после коммунизма и мира все-таки был экономический. Труд. Плакаты «Мир, труд, май» всегда доминировали на первомайских праздниках. Труд – это, ну, понятное дело, люди должны трудиться. Принципом социализма, кстати, был принцип от каждого по способностям, каждому по труду. То есть люди должны были полностью отдаваться, все свои способности, значит, выкладывать, ну и получать по труду, по тому, что они там вырабатывали. Признак, точнее формула коммунизма была уже иной. От каждого по способностям, каждому по потребностям. То есть, опять же, люди все выкладываются, но получают за это все, что хотят. Хоть там золотой унитаз, в общем, любые
любые прихоти за ваш ударный труд. Ну и поскольку экономика, как я уже говорил, работала плохо в Советском Союзе, постольку, значит, людей всячески подстегивали этими самыми трудолюбивыми лозунгами. Кстати, еще один замечательный советский лозунг, по-моему, кстати говоря, даже и не советский, еще Марксом изобретенный, был «Кто не работает, тот не ест». Соответственно, те люди, которые не работали, всякие эксплуататоры и так далее, они вообще и есть не имели права. Такая была примерно идеология в Советском Союзе. Что можно сказать? Можно сказать, что она, конечно, была очень-очень устаревшая, она была туповатая, она не учитывала очень многих современных реалий мира, скажем, во второй половине XX века. Ну, я уж не говорю про век 21, хотя 21 век, сами знаете, он совершил какой-то такой нехороший разворот и устремился даже не во вторую половину 20-го, а в первую половину 20-го и в 19 века. Так что да, увы, надо сказать, что советская идеология, в общем-то, она стояла на довольно таком крепком, хорошо продуманном теми же Марксом, Энгельсом и прочими фундаменте. И по-своему она была логичной, и она была вполне респектабельной, потому что свои социалисты, свои коммунисты, они были далеко не только в Советском Союзе и странах Восточного блока, они были и на Западе тоже. Вот поэтому, собственно, к Советскому Союзу не только потому, что у Советского Союза было ядерное оружие, ракеты и так далее, но в том числе и потому, что, в общем-то, можно было советскую идеологию понять, и она имела сторонников по всему земному шару. Поэтому, собственно, к Советскому Союзу относились с некоторым, скажем так, уважением. То есть без любви, естественно, побавились, естественно, СССР был сверхдержавой ядерной и так далее, но, в общем-то, некоторый респект Советский Союз, несомненно, вызывал. И в этом, естественно, различие советской идеологии и нынешней путинской идеологии, которую не исповедуют, кроме Российской Федерации, нигде, которая абсолютно нелогично представляет собой совершенно такую блевотную смесь из национализма, тут же православия, тут же милитаризм, реваншизм, тут же традиционные ценности и так далее. В общем, какая-то она и не правая, и не левая, а, в общем, какой-то ёрш такой непонятный. В этом смысле я бы сказал, что советская идеология имела явное преимущество перед нынешней идеологией постсоветской. Это была 5-я лекция из цикла «Популярная советология». Вел ее я, Артемий Троицкий. И скоро увидимся снова. Будем продолжать изучение базы и поговорим об основах советского образа жизни. Уже не с идеологической, а вполне практической точки зрения.